От пациента. В конце июня сильный ушиб левого плеча при падении. После того, как прошла гематома, стала сильно выпирать кость акромиально-ключевого сустава. Подвижность всего плеча сохранилась. В поликлинике помочь не могут. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 51 года, дата исследования 09.10.2023 год. Область исследования – левый плечевой сустав, суставные поверхности неровные, с признаками субхондрального склероза, узора ЦИ. В полости сустава определяется незначительное количество свободной жидкости. Скопление жидкости вдоль длинной головки бицепса. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, неравномерно истончен. Периартикулярные ткани интактны. Обращает на себя внимание разрыв суставной губы лопатки в верхней трети. МР – признаки субхондрального склероза, гипертрофии суставных поверхностей акромиально-ключичного сочленения. Сухожилие надостной мышцы отечно, разволокнено по всей толщине диаметра. Определяется компрессия сухожилия надостной мышцы ключично-акромиальным сочленением. Субакромиальное пространство – 6 мм. Сухожилия подосной, подлопаточные и малые круглые мышцы интактны. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. По верхне-наружному контуру головки левой плечевой кости застарелая деформация по типу Хилл-Сакса, с глубиной импрессии до 4 мм заключения. МР – картина разрыва суставной губы лопатки по типу SLAP-3, субакромиального импеджмент-синдрома, посттравматических изменений, артроза артрита плечевого левого сустава и ключично-акромиального сочленения. Рекомендована консультация травматолога. 6 февраля 2024 года. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки, как старой травмы, много лет назад, так и признаки более свежего разрыва суставной губы лопатки, повреждения и компрессии сухожилия надостной мышцы. Из-за этого в руке нет силы, и подвижность ее ограничена. С завидной регулярностью такие вещи оперируют. Вам нужна консультация травматолога.